Так, Орду Минтионов, я не знаю, возможно, стоит сплитануть. Чем он будет Орду Минтионов контрить? Колдун. Взлетай, колдун. Так, у него фаербол. Так, мини-пеку подкидываем. Пошел разнос. Ну, что его тут дровосек сделает? Я не думаю, что его дровосек тут что-то сделает. Так, вышибалу надо прожать. Вышибала, лупи по вышке. Есть трехочковый. Фух, выиграли. Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы будем играть очень интересной колодой с големом. И заодно возьмем королевского чемпиона, остается 2 победы, ну и приблизимся к абсолютному чемпиону. 11 дней до конца сезона. Как-то очень я мало играл в этом месяце, нужно наверстывать упущенное. И колода у нас немножко такая странная, можно даже сказать грибная. Но я просто хочу пофаниться. Я просто взял все карты, которые я люблю. Герой Вышибала обожаю, герой Колдун тоже хороший. Ну и Орда Минтионов эволюция тоже просто крутяк. Ну, вот так вот немножко поэкспериментируем за 4,4 эликсира. Да, немножко странная, немножко грибная дека, но она эффективна, поверьте мне. И, друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Темный Принц или герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. И поехали первую каточку, сейчас вы все увидите. Зачем тут нужна Орда Минтионов? Да, на самом деле все элементарно. Для того, чтобы контрить эволюцию Электродракона, для того, чтобы контрить эволюцию Пламенного Дракона. Допустим, если вместо Орды я могу взять какого-то Бэби Дрэгона, маленького дракончика. Но он не будет справляться с Электродраконом, он не будет справляться с Пламенным Драконом. Вот Орда Минтионов на эволюции с этим добром справляется. Так, поехали. Герой Колдун. Взлетай, должен сейчас все это дело законтрить. Взлетает герой Колдун, и смотрите, какие он просто творит чудеса. Вообще сейчас герой Колдун. Так, герой Колдун вообще сейчас очень такая недооцененная карта, мало кто с ним играет. И по статистике одна из самых малоиспользованных. И мне кажется, что это очень большая ошибка, недооценка. Герой Колдун ну просто безупречно отрабатывает в защите. Он такие толпы может законтрить. И только молния соперника спасет. Так, ладно. Тут, кстати, нам попался какой-то мега-дикарь, смотрите. Я сам, конечно, с дикой колодой. Но тут соперник вообще дикарь. Пека, мега-рыцарь. Блин, я не знаю, как тут играть против такого соперника. Как мы его будем продавливать? Так, бабушка врывается. Ну давайте. Эволюция Орды Минтионов должна нам помочь. Вот для этого тут и нужна эволюция Орды Минтионов. Смотрите, что она творит. Она просто всех разрывает. Чисто одна Орда Минтионов просто всех разорвала и башню снесла. Это просто шик. Давайте трешку сделаем. Смотрите, как классно я попал с лозой. Ой-ой-ой, ну это просто издевательство над соперником. Ребята, это просто трэш. 261 хп. Надеюсь, мы его сейчас добьем. Не надо время тянуть. Да, все, до свидания. Очень крутой первый поединок, очень быстрый. Блин, я в шоке, я в восторге. Поехали дальше, следующая каточка. Ну что, друзья, остается нам буквально 1 победа до королевского чемпиона. И надеюсь, что у нас все получится. Ну и, конечно же, если мы возьмем так быстренько королевского чемпиона, то на этом мы останавливаться не будем. Я хочу запилить ролик минимум на 20-25 минут, поэтому поиграем. А здесь против нас попадается Мортира, скорее всего метовая дека. Я недавно снимал, кстати, ролик про Мортиру, и очень он хорошо залетел, на 3000 просмотров. Поэтому, если хотите еще видос про Мортиру, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Потому что как-то про Вышибалу уже видосы не заходят, а вот мой ролик про Мортиру, откровенно говоря, хайпанул. И, кстати, сейчас появилась интересная новая вариация Мортиры с Вышибалой, тоже метовая такая дека.
Возможно, ей поиграю. Там, по сути, вместо повозки с пушкой просто взяли героя вышибал. Вот и в чем прикол. Сделали... Ну и скелетика взяли вместо гоблина. Вот такие две замены сделали в метовой мортире. И колода стала, наверное, даже круче. Возможно, ей поиграю в следующих видосах. Так, закидывает он неприятно свою бочку со скелетиками. Ставим вышибалу. Не знаю, есть ли смысл сейчас вышибалу прожимать или нет. Кстати, у него какая-то пушка смешная 13 уровня. Я не знаю. Братан, ты что, прикалываешься? Пушка 13 уровня. Ты что-то там попутал. Ну, возможно, просто скопировал колоду метовую, а на прокачку забыл посмотреть. Так. Неприятно он ставит свою мортиру. Нам нужен колдун срочно. Да вот смотрите, для этого тут и нужен колдун. Все. Колдун просто зарешал. Реально, сейчас он взлетит. Так, взлетает колдунчик. Еще должен разбойников покромсать. Раз, два. И по вышке еще, пожалуйста, наваляй. Смотрите, он ничего не может этому колдуну противопоставить. Он капитально уже просел по элику. Ну, прокачка у него фиговая, я не знаю. Бывают такие соперники, бездумно скопируют колоду в ТВ-рояле, на прокачку не посмотрят и идут в бой. Бывают такие непрокачанные попадаются, ну ладно. 13 у него пушка, еще какая-то карта 14 уровня. У него фаербол, по-моему, поэтому желательно бы, чтобы он этот фаербол потратил на колдуна, и потом будем прокидывать орду миньонов. Так, неприятно немножко тут такой момент. Колдун, взлетай, вышибала, лупи. Так, он прожимает, естественно. Мортира. Мы ставим лозу. Так, нужен разнос ему. Но это не будет минус вышка, но очень хороший урон сейчас прошел. Смотрите, очень хороший урон. Ставим еще одного голема. Ставим. Вышибала тычку. Очень важна тычка от вышибалы. Есть. Блин, он не попал. Вышибала подвел. Не попал своим боулингом по вышке, к сожалению. Так, еще раз ставим вышибалу. Давайте сразу прожимаем, чтобы мортиру залупил. Так, по мортире бьет вышибала. Ну все, короче говоря, это победа, ребята. По сути, победа. Да. И мы наконец-то берем королевского чемпиона. В принципе, достаточно просто. Мы его взяли. Но не будем останавливаться, будем продолжать дальше. Да, вот такая у нас красота, королевский чемпион. И, кстати, в честь этого события нам дают магический сундучок. Посмотрим, что нам выпадет. Тут не гарантирована легендарка, но если она будет... Нет, ее не будет, жалко. Было бы неплохо выбить легу. Ладно. Ну все, королевский чемпион, но мы будем продолжать дальше и немножко поднимемся в сторону абсолюта. Понятное дело, что абсолюта мы в этом ролике не возьмем, потому что там надо еще побед 10 сделать, но хотя бы подняться вверх по ступенькам нам бы не помешало. Но в следующем видосе уже будем брать абсолюта и, возможно, даже с мортирой метовой, именно вот с новой мортирой, с вышибалой, возможно, с ней мы поиграем. Так... Тут нам, кстати, попадается неприятный такой пламенный дракон. Прожимаем вышибалу. А ну, вышибала. Давай, вышибала. Вышибала по вышке лупит. Смотрите, как хорошо мы бочку со скелетиками прокинули. Сейчас еще колдун взлетит. Давайте подкинем стражей. Колдун, взлетай. Ну, тут что-то такое похожее на размен по сторонам. Кто кому больше навалит. А ну-ка, мы ему полностью вышку сносим, а он нам вышку полностью не снес. Ну да, какой-то дикий сумбур сейчас пошел. Я увлекся атакой и не заметил, что он по левой стороне тут прокинул дровосека. Ну да ладно. Так, давайте, наверное, вышибалу, конечно же, прожимаем. Успеет ли он сучить принца? Не, он принца не сучает, он сучает пламика, но вышибала делает 2 тычки. Прокидываем орду миньонов, крутимся до эволюции. Вот против принца нас просто идеально будут стражи выручать. Вот и все. Поэтому желательно бы стражей иметь именно на принца. Так. Он опять хотел своим дровосеком прорваться. Ну, раз ему повезло, он думает, что всегда вот так вот безнаказанно с мостика скидывает дровосека и прорывается. Но нет, братанчик. Так оно не действует. Так. Лоза. Стражи. Блин, приходится очень много эликсира тратить на принца. Но я не хочу ему вышку отдавать. Вот не повезло немножко с циклом карт, да. Тяжело крутиться, тяжело до стражей прокрутиться, поэтому пришлось много элика потратить. Так, ну все, сейчас мы будем ставить еще одну атаку.
У него голем, у нас голем. Ну, скорее всего, сторону мы ему отдадим левую, но надо тоже постараться ему вышку сейчас снести. Так. Вот она, эволюция пламенного дракона. Вот что самое страшное, что я боюсь. Вот это самое страшное, что я боюсь. Эволюцию пламенного дракона. Ну, Орда Миньонов должна нас, по идее, выручить. А ну-ка, выручай, пожалуйста. Да, молодец, молодец. Вот для этого нам и нужна. Это эволюция на Орду Миньонов. Колдун взлетает. Стражи. Так, ну вышку мы потеряли, к сожалению. Да, не справились. Но, в принципе, самое главное, мы заставили его потратить его пламенного дракона. Это у него самое главное оружие. Так, защищаемся. Орда Миньонов. Успеет ли он стрелы скинуть? Блин, успел стрелы скинуть, но это такое себе. Так, ставим вышибалу. Блин, вышибалу прожал, но не успел. Ладно, очень такая у нас напряженная концовка пошла, ребята. Фух, и непредсказуемая, я реально не знаю, чем все закончится. Ну, как будто бы соперник сейчас инициативу перехватил очень сильно. Так, давайте нашего колдуна тут ставим. Колдун на колдуна. Битва колдунов. Кто вышел победителем? Походу соперник больше навалил. Ой-ой-ой. Так, давайте ставим голема. Опять его пламенный нам мешает. Так, он забил. Он полностью забил на защиту. Да давай, Орда Миньонов, блин. Капец. А, мы его вынесли. Я не пойму, как мы его вынесли. Такой поединок бредовый, ребята. Я вообще не пойму, что тут происходило. Это какая-то дичь. Там главное, на каждом кусочке футбольного поля происходит какой-то замес. То есть в одном углу кто-то борется, в другом углу кто-то борется. И вообще глаза разбегаются, куда смотреть. Я пока на защиту смотрел, там мини-пека ему вышку снесла. Так, ну поехали в следующую каточку. Ну я не люблю такие сумбурные поединки. Я думал, я проигрываю, потом смотрю, мини-пека его на трешку выносит. Ну это просто что-то такое непонятное. Ладно, а тут против нас попадаются рекруты. Тут все понятно предельно. Ну как бы рекрутов мы должны с нашей вышибалой контрить. Но я этой колоде проигрывал, поэтому ничего не буду забегать наперед. Прожимаем вышибалу, он не успевает ничего. Вышибала 4 тычки сделает все. Хотя 3 тычки, вот смотрите. Кстати, не гарантировано, что вышибала сделает 4 тычки. Если его замедлят какие-то ледяные колдуны, либо громовержцы, вышибала делает 3 тычки по вышке. Вы понимаете, в чем прикол? Он просто 7 секунд стоит в позе баскетбольной и целится. Но он может сделать не 4 броска, а 3, а может быть и даже 2 броска. Так, ладно, ставим еще раз вышибалу. Самое главное, что мы прокрутились до эволюции на Орду Миньонов. Ну и, кстати, в следующем сезоне, как вы слышали, будет у нас эволюция на принцесску, у нас будет геройское надгробие. Но это если я ничего не путаю, поэтому следующий сезон у нас будет очень такой интересный. Кстати, надгробие можно в колоды с големом брать, и, конечно же, я этим займусь, потому что надгробие с големом просто идеально сочетается. Так, колдун взлетает. Хотя бы одну тычку по вышке сделай. Нет. Но он дровосека слил. Колдун молодец. Блин, ну опять же, ну настолько недооцененная карта этот колдун. Смотрите, какие он проблемы соперникам делает. Просто дикие проблемы. И по вышке лупит капитально. И в защите один колдун этот в защите может бешеную толпу законтрить. Так, ладно, ставим голема. Немножко я тут потерял драгоценную секунду. Пальцем не туда клацнул. Так, идем в атаку. Сейчас у нас неплохие шансы его пропушить. Ставим вышибалу. Так, Орду Миньонов, я не знаю, возможно, стоит сплитануть. Чем он будет Орду Миньонов контрить? Колдун. Взлетай, колдун. Так, у него фаербол. Так, мини-пеку подкидываем. Пошел разнос. Ну, что его тут дровосек сделает? Я не думаю, что его дровосек тут что-то сделает. Так, вышибалу надо прожать.
Вышибала, лупи по вышке. Есть трехочковый. Фух, выиграли. Ну, видите, как работает эта колода. Сегодня просто без шансов всех разносим. Хотя кто-то напишет грибная дека. Ну, ничего страшного, зато эффективная, блин. 4 победы подряд, ребята. И причем настолько все уверенные победы. Я, конечно, очень в шоке. Так, ну и нам остается сделать уже... Там много нам еще побед, но мы приближаемся к абсолютному чемпиону. 4 победы подряд это хорошо, но 5 лучше. Хотя не надо наглеть, потому что 5 побед подряд в Clash Royale это почти невозможно. Все-таки игра устроена так, алгоритмы здесь устроены так, чтобы ты в среднем выигрывал 50% игр. Если ты будешь выигрывать слишком много раз подряд, то, не знаю, тебе начнут подбирать контру. Еще какие-то ситуации такие произойдут интересные. Не позволят обычному игроку выигрывать миллион раз подряд. Поэтому все, не надо надеяться в чудо. Ну, поехали, попытаемся. Так, попадается против нас тоже герой вышибала с ведьмой. Колдун контрит ведьму. Сейчас прожмем, конечно, колдуна. Он должен взлететь и немножко по вышке навалять. Так, колдун взлетай. Да, достает, он достает, молодец. Чуть-чуть за счет торнадо по вышке он навалил. Ну, практически мы вышибалу убили, кстати. Это очень хорошо. Сейчас прожимаем нашего вышибалу. Вот смотрите, как он попался. Но он успевает темного принца воткнуть. Блин, темного принца он все-таки воткнул. И с ним еще кто-то играет? Я не знаю, с темным принцем еще кто-то играет? Блин, ну реально неудачный герой, как по мне. Ну, с ним еще кто-то играет. Кстати, в комментариях меня тут люди просили снять видос про топ-5 колод с темным принцем. Я не знаю, честно говоря. Сейчас выходит новый сезон. Будет эволюция принцесски, будет эволюция герой надгробия. Поэтому уже будем про новых героев снимать. А герой темный принц, ну как по мне, лажа. Лажа, он мне не понравился, поэтому, наверное, уже нету смысла про него там что-то снимать. Так, а вот колдун сейчас должен зарешать. Сейчас бы эту ведьмочку убить. Подкидываем орду миньонов. Надо ведьму побыстрее убить. До сих пор она живет. Ну все, наконец-то справились. Так, подкидываем вышибалу. А ну, колдун, может, взлетит? Нет, колдун взлететь не успел, к сожалению. Так, ну защитился соперник неплохо. Хотя такая была ситуация, что я думал, что сейчас его полностью разнесу. Но он все-таки защитился. Так, лоза. Колдун, взлетай. Вот смотрите, как бы я сейчас здесь защитился, если не колдун. Вот реально, только колдун сейчас меня здесь мог спасти. Понимаете, насколько он хороший? Может, еще раз колдун взлетит? Кстати, если бы сейчас колдун еще раз взлетел, вот я нажимаю как сумасшедший на кнопку, давайте, нельзя ни секунды упускать. Да, колдун, взлетай, молодец, он успел взлететь. Второй полет. Смотрите, как он наваливает, как он наваливает. Просто мой любимчик. Так, давайте убьем вышибалу. Блин. А третий раз сможешь взлететь? Сейчас бы еще третий раз бы взлетел. Было бы вообще по кайфу. Так, колдун, взлетай. Ну, дикий замес, конечно, у нас тут пошел, ребята. Очень дикий замес. Так, ну колдун вывозит. Реально, опять он вывозит. Я опять же даже не успеваю тут понимать. Так, тут лоза. Ну, колдун, блин. Я не понял, он там что, тоже скинул какую-то лозу? Так, ладно. Неприятный у нас сейчас поединок, русло перешел. Так, ставим срочно голема. Колдун. Колдуну надо срочно взлетать, потому что иначе мы сейчас тут сольем. Так, он подкидывает темного принца, которого я только что захейтил. Будешь прожимать темного принца? Нет, он его не прожимает. Так, вышибалу прожимаем. Колдун, взлетай. Срочный взлет колдуна. Так, чуть-чуть надо добить, ребята. Надо очень чуть-чуть добить. Но он держится. Из последних сил. Блин, тогда бейте вы уже его там 160 хп. Что за бред?
Не могут никак добить. А ну еще раз колдун взлетает. Блин. Так, орда миньонов. Лоза. Добейте нафиг. Блин, еще раз темный принц побежал. Ну, сейчас он, скорее всего, прожмет, да? Прожмешь своего темного принца? Нет, не прожимает. Ой, блин. А, он, кстати, лозу ловит. Смотрите, молодец, он ловит лозу. Но не словил. Лозу можно ловить как молнию. Вот это поединок, блин. Но все-таки, кстати, есть 5-я победа подряд. Ну, это какая-то дичь, ребята. Catch this!